Всем привет! Вы смотрите образовательный канал для мастеров по наращиванию ресниц и тех, кто хочет ими стать. Меня зовут Александра Гукасян, я сооснователь, руководитель и действующий преподаватель учебного центра Sunlook. За долгие годы работы нашего учебного центра мы выработали целый спектр упражнений, которые позволят сделать обучение наращиванию ресниц максимально эффективным. Частая ошибка в обучении – это изучить всю теорию и сразу пытаться отработать все навыки на модели. Практика показала, что такой подход дает очень низкие результаты в обучении. Кроме того, такая тренировка может быть небезопасна для вашей модели. Представьте, вы никогда не держали раньше пинцеты в руках, не знаете, куда поставить руки, не знаете, как снять одну ресницу с ленты так, чтобы снялась только одна, а не сразу несколько, не знаете, как найти одну натуральную ресничку среди прочих. Давайте посмотрим, как выглядят попытки делать наращивание без должной тренировки. Сначала пытаемся снять одну ресницу с ленты. Получается не сразу, поскольку ранее мы этого не делали. Когда получилось, мы переключаемся на глаз и второй неудобной нам рукой пытаемся выделить одну натуральную ресничку среди прочих. Получается с трудом, рука трясется, но наконец удается выделить одну ресничку, и мы не дыша готовы набирать клей на искусственную. Переводим фокус внимания на рабочую руку и обнаруживаем, что ресница выпала из пинцета. Пробуем наоборот. Сначала сделаем выделение, а потом уже возьмем ресничку, чтобы она не выпала. Выделение по-прежнему дается очень сложно. Мало того, что мы этого раньше не делали, так еще надо выделять неудобной рукой. Ура, получилось! Берем ресничку, возвращаемся на глаз и обнаруживаем, что выделение потерялось, потому что все внимание переключилось на снимание ресницы с планшета. Приходится начинать все сначала. Ищем ресницу. Находим. Опускаем искусственную ресницу в клей и случайно залезаем в клей пинцетом. Выбрасываем, берем новую, пробуем заново. Теперь все идеально. Возвращаемся к глазу, но выделение опять потерялось, пока мы копались с клеем. Начинаем сначала. Ищем ресницу, опять тратим на это время. Наконец находим. Можно клеить. Пытаемся приклеить нашу ресницу, но пока мы выделяли, клей на ней уже подсох и ничего не приклеилось. Пробуем заново. Модель все это время терпеливо лежит с закрытыми глазами. Выделения постоянно теряются, ресницы выпадают из пинцета, но кое-что все же удается приклеить. Проходит 2 часа тренировки. До того, как мы начали пробовать, казалось, что через 2 часа получится вот так. Но из-за всех трудностей за это время удалось приклеить 30 ресниц, да и то часть из них отваливается. Помимо этого, непривычные к выделению ресниц руки очень сильно напрягаются. Из-за отсутствия точек опоры мы непроизвольно давим на кончики выделяющего пинцета. Из-за этого образуется щелка между веками. Когда мы приклеиваем ресницы, туда попадают испарения клея, которые вызывают сильный ожог. Так что такая тренировка может быть небезопасна для модели. Ну что ж, как вы уже поняли, такая тренировка имеет достаточно низкую эффективность. Но если прежде чем садиться работать на модели, вы вначале сделаете предварительные упражнения, которые позволят понять, как держать правильно пинцет, как снимать ресничку с ленты, видеть правильный отступ, как правильно создавать контактную зону, то после этих упражнений, когда вы сядете на модель, ваша тренировка будет уже гораздо более эффективной. Например, в нашей школе на базовом и углубленном курсах для новичков, прежде чем сажать ученика на модель, мы вначале делаем все подготовительные упражнения и вырабатываем мелкую моторику обеих рук. Между занятиями мы даем домашние задания, во время выполнения которых также вырабатываются навыки и мышечная память. И сегодня я хочу показать вам несколько полезных упражнений, которые можно делать самостоятельно во время или после обучения наращиванию ресниц. Итак, упражнение номер 1. Тренировка захвата ресниц и снятия с ленты. Это самое базовое упражнение, которое позволит приучить ваши руки захватывать ресницу быстро и на автомате, так, чтобы она не заламывалась, легко снималась с ленты и чтобы ее было удобно впоследствии приклеивать. Берем изогнутый пинцет. Форма кончиков может быть любой, главное это хорошее смыкание кончиков. Я буду делать тренировку пинцетом топорик марки Sunlook. Это мой любимый пинцет, потому что он идеально формирует пучки любого объема. Захватываем пинцет не слишком высоко и не слишком низко, а посерединке. Примерно вот так. Заводим кончик пинцета за одну ресничку, немножечко его протаскиваем, плотно зажимаем и снимаем ресничку немножко вверх и на себя. Теперь давайте посмотрим, как делать не надо. Не захватывайте ресничку самым кончиком пинцета. Так она может выпадать и на ней может образоваться залом. Также не заводите пинцет слишком глубоко. Так будет неудобно контролировать приклеивание. А на пинцете другого типа при таком захвате она может плохо захватываться или потом выпадать при снятии. Само снятие не должно быть в бок, назад или с выворачиванием пинцета вот так. Снимайте ресницы вверх и чуть на себя. Вот так. Сделайте минимум 50 повторений, прежде чем переходить к опусканию ресницы в клей. Дайте своим рукам время привыкнуть.
Упражнение номер 2. Приклеивание с ленты на ленту. Это упражнение позволит вам отработать выделение ресницы неудобной рукой, создавать хорошую контактную зону и отработать технику приклеивания в стык. Возьмите ленту ресниц и приклейте ее на выпуклую поверхность. Так реснички будут на больших расстояниях друг от друга и будет легче выделять. Для более сложной тренировки приклейте на плоскую поверхность. В наращивании ресниц очень важно иметь одинаково развитую моторику обеих рук. В рабочей руке вы будете держать изогнутый пинцет, а во второй руке будете держать прямой пинцет. Поначалу будет очень удобно, но со временем это пройдет. Итак, сжимаем кончики выделяющего пинцета, но не до конца, а так, чтобы между ними осталась маленькая щелочка. Заводим пинцет строго параллельно ленте и раздвигаем створки пинцета. Не держите пинцет боком, так вы будете загораживать себе обзор. Держите пинцет примерно посередине длины ресницы. Если вы будете держать слишком низко, то будет неудобно выделять. Если слишком высоко, то выделение будет теряться. Вы должны видеть ресничку строго между двух зубчиков пинцета. Сделайте минимум 50 выделений, прежде чем двигаться дальше. Следующий шаг – попробовать приклеить ресничку. Набираем небольшое количество клея. Сейчас нам не важно, насколько хорошо будет держаться приклеенная нами ресница. Самая основная задача – научить наши руки делать правильные движения, не трястись во время работы и ставить реснички так, чтобы они плотно прилегали к натуральной, то есть создавать хорошую контактную зону. Поэтому чем меньше клея, тем легче будет тренироваться. Прочную сцепку будем учиться делать в других упражнениях. Итак, набираем клей почти без капелек. Подносим к выделенной реснице и ставим примерно посередине длины. При этом хорошо фиксируем руки. Они не должны болтаться в воздухе. Основная задача, чтобы ресничка плотно прилегала. Если наклонить пинцет слишком сильно на себя, то получится отслойка вниз. Если от себя, получится отслойка вверх. Наша задача – отработать золотую середину так, чтобы основание плотно прилегало. Рекомендую вам полностью проклеить всю ленту, прежде чем пробовать делать прочие упражнения. Если вы видите, что ресницы слиплись, то аккуратно их разделите. Упражнение номер 3. Тренировка техники скольжения. Теперь, когда мы можем уже просто приклеить ресничку, наша задача потренироваться приклеивать ее с большим количеством клея. Это потребуется нам в дальнейшем, чтобы получить хорошую прочную сцепку на гладких, непористых, натуральных ресницах. Давайте посмотрим, как делается это упражнение. Начало такое же, как в предыдущем. Выделяем ресницу. Далее нам нужно набрать клея побольше, с капельками. А теперь не просто ставим ресничку, а скользим ей вверх и вниз до тех пор, пока капля не распределится. При этом держим фиксацию рук. Упражнение номер 4. Имитация наращивания на модели. Для выполнения этого упражнения вам потребуется манекен с анатомичными ресницами. При помощи такого манекена вы сможете отработать практически все технические элементы наращивания. Направление, отступ, контактную зону, объемное наращивание. Мы же с вами остановимся на правильной постановке рук и отработке отступа. Итак, выделяем одну ресничку. При этом контролируем, что кончик выделяющего пинцета у нас не упирается в манекен, вот здесь. Следите за рукой, она всегда должна иметь точку опоры. Не держите руку вот так. Теперь возьмите одну ресничку и приклейте ее примерно на расстоянии 1 мм от манекена. Теперь еще одну. Сравните отступ на двух приклеенных ресничках. Видите, здесь у меня ресничка стоит ближе, а здесь дальше. Если получился разный отступ, то нужно снять ресницу и переклеить ее заново. Упражнение номер 5. Отработка пучков. Это упражнение потребуется вам для отработки навыков объемного наращивания. Например, если вы уже умеете делать классику и хотите начать делать объемное наращивание, или делаете только двойной объем и хотите научиться делать большие объемы, то прежде чем отрабатывать объемное наращивание на модели, лучше сначала отработать формирование пучков отдельно. Чем больше вы сформируете пучков до того момента, как попробуете первое свое объемное наращивание на модели, тем лучше. Частая проблема начинающих мастеров в объемном наращивании – это очень маленькая скорость. Поэтому, чтобы ваша модель не лежала на наращивании по 5-6 часов, сначала доведите технику формирования пучка до идеала. И когда ваши пучки уже будут получаться стабильно и быстро, переходите к практике на модели. Упражнений по пучкам много. Самое базовое – это просто формировать пучки и приклеивать их на ватный диск или спонжик.
Выберите удобную для вас технику формирования пучка. Для начала тренируйтесь без приклеивания, просто снимайте пучки с ленты. Далее, когда уже начинает хорошо получаться, формируйте пучок, опускайте его в клей и приклеивайте его на ватный диск. Итак, первый этап – отработка формирования пучков без приклеивания. На данном видео показана отработка техники формирования двойных пучков сдвигом влево. Суть данной техники заключается в том, что мы пинцетиком аккуратно оттягиваем чуть-чуть на себя две реснички, далее слегка зажимаем пинцетик и отодвигаем левую ресницу влево до тех пор, пока не получится нужное нам раскрытие. Когда получили раскрытие, до конца зажимаем пинцет и аккуратно снимаем пучок движением вверх. Начинайте тренировку с толщины 0,1, так гораздо проще. Когда уже начинает стабильно и хорошо получаться, 9 пучков из 10, переходите на толщину 0,07, затем на толщину 0,05. Второй этап тренировки – это формирование с приклеиванием. После формирования пучка приклейте его на ватный диск или спонжик. Ставьте пучки на больших расстояниях друг от друга, чтобы можно было оценить геометрию. Если есть пучки со слишком большим раскрытием или слишком маленьким, то снимите такой пучок и переклейте его заново. Кстати, все техники формирования пучков, от самых простых, которые не требуют большого количества тренировки, до сложных, но скоростных техник, мы разбираем в нашем онлайн-марафоне по объемному наращиванию. Марафон состоит из 6 блоков, каждый из которых содержит практическое задание, которое необходимо выполнить и прислать на проверку. Благодаря этому в марафоне больше практики, чем в любом очном курсе. Помимо этого, каждая тема разбирается отдельно. Мы не смешиваем все вместе и идем последовательно. Сначала изучаем формирование пучка, затем правильную постановку и контроль схлопывания, затем переходим к пучкам больших объемов и так далее. Благодаря такому подходу марафон дает впечатляющие результаты. После него вы действительно начнете делать любой объем вашим клиентам. Ну а всех, кто хочет обучиться наращиванию ресниц с нуля, мы приглашаем пройти обучение в нашей школе очно или онлайн из любой точки мира. Консультацию можно получить, оставив заявку на нашем сайте. Все контакты указаны в описании к этому видео. Я желаю вам продуктивной тренировки. С вами была Александра Гукасян. До новых встреч на нашем канале.